Google Map. Уже переходим к рынку недвижимости и будем говорить о колебательных процессах длиною в 1 месяц, сравнивать ноябрь с декабрем. Также обратите внимание, давайте я вам покажу, как данной картой пользоваться. На карте мы видим, что это город-муниципалитет Ларнака. И пройдемся по недвижимости новой и старой. Новая недвижимость — это класс А и Б, старая — это С, Д, Е, Ф. Чем отличается класс А, Б, новое жилье от старого жилья? По, так сказать, версии компании-застройщик, это более современные сооружения, здания-сооружения из современных энергосберегающих материалов, где, как гласит молва, зимой не холодно, а летом не жарко. Напомню вам, что на Кипре нет, в общем-то, отопления. Ну вот сейчас январь месяц, сегодня какой там у нас, сбился со счета 16, наверное. Ну, я совершенно как бы не чувствую, что зима, хотя проживаю в недвижимости, которая относится к классу С, Д, Е, Ф, то есть к старому жилью. Итак, давайте новое жилье разберемся. 2977 евро стоимость квадратного метра и незначительный рост за 1 месяц плюс 0,34%. Также обратите внимание на экселевские вот эти данные, которые внизу табличка. Здесь вы можете посмотреть по локациям, которые входят в муниципалитет, город Ларнака. Это так называемые ценовые зоны или же локации, в которых, в общем-то, ну, традиционно проживают, и название тут, в общем-то, есть и на греческом языке, и на английском языке, где проживают греки-киприоты. Итак, мы видим, что внизу подытоживающие данные, они повторяются с картой. Это 2977 евро стоимость квадратного метра нового жилья и рост за месяц плюс 0,34%. Давайте посмотрим, что произошло за год в городе-муниципалитете Ларнака, новое жилье. Также видим, что вот график-рисунок такой длиной 12 месяцев, с период сравнения декабрь 2024 год, видим 2892 евро стоимость квадратного метра. И 2025 год, декабрь месяц, 2977 евро за квадратный метр. Что, в общем-то, показало нам в годовом измерении рост на 2,94%. Ну, можно смело округлять до 3%. В общем-то, рынок недвижимости ведет себя вполне корректно. Мы разбирали на этой неделе недвижимость Никосии, недвижимость Фомагусты и вот эта третья провинция, провинция Ларнака. Также, кто не смотрел первые два видео, в Никосии рост в целом где-то порядка 4% в годовом измерении. В Фомагусте тоже там около 3%. Ну и также 3% видим в Ларнаке по новому жилью. Переходим к следующему слайду. Здесь у нас уже будет старое жилье в городе-муниципалитете Ларнака. Стоимость, на карту смотрим, 2358 евро за квадратный метр. Ну, отличается, чувствуете, во сколько раз? Рост также за месяц плюс 0,43%. Обратите внимание, внизу табличка экселевская. Здесь вы можете посмотреть по локациям, как тоже достаточно сильно отличается стоимость квадратного метра. Ну и в данном случае это в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра. Сравниваем декабрь с ноябрем. А здесь в процентном соотношении рост стоимости. Переходим к следующему слайду. Здесь уже будем говорить, что произошло со старым жильем в городе муниципалитете Ларнака. Период исследования 12 месяцев, декабрь 2024 год, видим 2274 евро. Стоимость квадратного метра, естественно. И уже в декабре 2025 года это 2358 евро за квадратный метр, что показало нам динамику роста больше, чем новое жилье. Видим, внизу показываю красная черта. За год подорожало старое жилье на 3,69%. То есть динамика роста присутствует, и это, в общем-то, адекватное поведение рынка. Почему адекватное?
мы разберемся с вами в конце уже